Друзья, мы нашли в интернете неплохой магазин для дронов и договорились, что они нам продадут новый дрон без пульта управления по минимальной цене 450 баксов. Завтра нам его надо будет забрать, и мы будем снова летать. Ура! В этом выпуске мы продолжим наш путь по Эквадору, побываем в столице Кито, а также покажем тех птиц и зверей, которых мы увидели в тропических лесах. Друзья, мы находимся в столице Эквадора Кито. В самом Кито не так уж много достопримечательностей, поэтому погуляем по улочкам, а завтра пойдем в ботанический сад. Вперед! Кито находится на высоте 2850 метров над уровнем моря. Свое название столица Эквадора берет от наименования древнего индейского племени Киту. Архитектура города отличается переплетением испанского, голландского и индейского стилей. Нам понравился исторический центр, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, красивые площади и старинные здания, такие как собор Святого Франциска и дворец правительства, создают непередаваемую атмосферу. Мы решили провести вечер в уютном итальянском ресторане, где соблазнительная эквадорская пицца стала нашим выбором для ужина. Мы пришли в ботанический сад города Кито. Он довольно большой, вход стоил 4 евро, 4 доллара. Да, и мы тут потратим на часа полтора времени, чтобы все посмотреть. А потом пойдем забирать наш дрон. Я немножко переиграл, потом расскажу. Вот так растут авокадо. Это маленькие фрукты, сверху большие растут. Это мора ягода, их похожа на нашу ежевику. Смотрите, как у них выглядит картошка. Совсем не белорусская бульба. Ботанический сад площадью около 18 гектаров славится своими коллекциями растений, включая уникальные виды эквадорских орхидей и редких деревьев. Приказом президента Эквадор признан страной орхидей. Их в дикой природе можно найти более 4000 видов. А также в Эквадоре обнаружили самый маленький в мире цветок орхидеи. В диаметре он не превышает 2 мм. Ну и, конечно же, розы. Их насчитывается около 400 сортов. Оно и неудивительно, ведь Эквадор занимает одно из первых мест в мире по их продаже. Большое впечатление произвела на нас коллекция насекомоядных росянок. Никогда не подозревала о таком их разнообразии. Дальше по ухоженным аллеям мы отправились к японскому саду бонсай. И какое же было наше удивление, когда мы обнаружили деревце возрастом 40 лет. А забирать новый дрон мы отправились на метро. Ну что, вот, приобретаем дрон. Я решил поменять Mini 3 на Mini 3 Pro, потому что мне сделали скидку еще 60 долларов меньше, и он не обошелся 630 долларов. Без ничего. Контроллера там нет, это мой контроллер. Сейчас будем его вскрывать. Battery. The same thing that you're. Yeah. It's 630 долларов. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times. На второй день на кемпинге собралось еще больше путешественников. Люди из разных стран путешествуют каждый по своему маршруту. И очень полезно в таких местах общаться и обмениваться информацией. Именно здесь, благодаря советам, я сложил наш маршрут по Колумбии. Тут есть небольшой гараж для квадроцикла. Вот так люди путешествуют. Такие подъехали еще.
Одни французы, вторые вообще непонятно откуда. Мы приехали вглубь джунглей и пойдем по этому вот синему правому маршруту вдоль этих водопадов. Сегодня утро началось добрым, дождь закончился, вышло солнце, и мы двинулись в джунгли. Сейчас поедем на этом канопе, или как он там называется. Передвигается это средство при помощи автомобильного мотора, а это водитель. Итак, мы поехали. Вон, метров 600, наверное. Поле немножко страшно, но скоро уже время до конца, поэтому все нормально. Собака какая большая, красивая. I remember years ago, something missing in my soul. Chasing highs, yet always feeling low. I remember how you looked, one hello and I was hooked. Found the missing piece that made me whole. True love don't come round very often. It's like sunshine after the rain. But you know the moment it happens, everything will be okay. I hope I'm not coming on too strong, but you feel like family to me. Finding you was just like finding home, 'cause you feel like family to me. Доброе утро, друзья! Вчера мы приехали в этот удивительный лодж, который находится глубоко в джунглях. От главной дороги надо было ехать больше часа в самую гущь. Вот, но оно того стоило. Здесь удивительное место, наверное, самое лучшее за всю нашу дорогу для наблюдения за животными, особенно за птицами. Их здесь такое количество, что мы просто были в шоке. И особенно поразили нас цвета этих всех птичек. Такого мы еще не встречали. Поэтому это место для нас одно из самых топовых в плане наблюдения за птицами. Это небольшой лодж, построенный англичанином. Здесь бывает не так много туристов. Наверное, человек 5-6, кроме нас еще. Поэтому все очень спокойно, тихо. Кроме птиц, мы здесь встретили еще несколько зверей, доселе невиданных нами. Все это сейчас покажем вам на видео. Колибри, очень большое количество, которые садятся прямо на вас, не боятся. И все это в дикой природе. Сегодня мы уезжаем дальше, в сторону границы с Колумбией, где нам предстоит еще много интересного увидеть. Об этом мы поговорим чуть попозже. Всем хорошего дня. Вперед!
Южную Америку называют птичьим континентом, поскольку разнообразие обитающих здесь птиц достигло немыслимых высот – более 3700 видов. Это треть всех видов птиц на нашей планете. Эквадор обладает впечатляющим разнообразием видов животных, но именно количество видов птиц сделало его столь популярным для путешественников. Эквадор – одно из самых невероятных мест на планете для наблюдения за дикой природой. Распределенная по экватору, эта тропическая страна находится в эпицентре мирового биоразнообразия. Одной из самых интересных групп птиц Эквадора являются колибри. В Северной Америке есть только 19 встречающихся видов колибри, а в Эквадоре их более 130, более трети мировой популяции. А чего только стоит их название – драгоценный камень Гулда, золотохвостый сапфир, серобрюхая нимфа. Большой популярностью у туристов пользуются такого вида лоджии, где дикие звери и птицы прикормлены, и каждое утро они собираются, чтобы полакомиться приготовленными для них вкусняшками. А сегодня Оля нам сделала тирамису. Вот такое с клубникой будет. В Эквадоре здесь много клубники. Мы купили ее и будем делать Наш любимый слой тирамису. с тирамису, слой с клубникой. Так, все заливаем и посыпаем какао. Доброе утро, друзья! Guten Morgen, meine liebe Freunde. Как вы видите, мы остановились в кемпинге, которым владеет немец Ханс. Он здесь все заточил под немецкие запросы. Кухня, пиво и так далее. Даже пироги и шоколадки марципановые. Можно все попробовать. Этот кемпинг очень популярный среди таких же путешественников, как мы. Сейчас здесь примерно около 20 машин стоит. В основном это немцы, а также французы. Люксембург есть. Мы едем в сторону Колумбии. До границы нам осталось 130 километров. И возможно, что уже сегодня мы там окажемся. Но не факт. Если что-то понравится по дороге, можем еще остановиться. Сегодня у нас задача заменить масло с фильтрами, а также заправиться газом, чем мы и будем заниматься. В Эквадоре мы пробыли почти 3 недели. Нам здесь очень понравилась. Страна просто изумительно подходит для автопутешествий, особенно что касается качества дорог. Эквадор прекрасен своим растительным и животным миром, джунгли, а также побережье. Но на побережье мы практически не были, так как этот район вдоль берега океана считается небезопасным сейчас. Там орудуют банды, и туристам не рекомендуется ездить вдоль берега. Но центральная и восточная часть Эквадора очень классная для туризма. Красивая и зеленая страна со своей культурой, доброжелательным населением. Нам прямо очень зашло, поэтому рекомендую к посещению. Эквадор просто сказка. Сейчас я зайду в бар, покажу вам ассортимент немецких продуктов. Это пиво у нас из Германии, напитки. Вот тут еще немецкое пиво. Огурчики, конечно же, а также различные кухни, тортики и пироги. Здесь можно найти и марципановые конфеты.
также Каценцунген. А это хозяин Ханс. Гутен Морген, Ханс. Поговорил с Хансом. Он здесь уже 14 лет. Женился на местной эквадорской женщине. Счастлив. Бизнес. Небольшая у них здесь коммуна из немцев. Примерно 14 человек. Все ему нравится. У нас здесь, кстати, стиральные машины. Мы вчера постирались. Все хорошо. Рассказал мне, что в Колумбии сейчас в плане проехать по многим дорогам плохо. После дождей размыло. Много сходов лавин и все такое. И та дорога, по которой мы хотели поехать, закрыта как минимум на пару недель, а то и больше. Поэтому сейчас буду думать, как проехать, куда поедем, какой маршрут выбрать. Жалко. Жалко, конечно, там классные места были. Ну ничего, поедем по другим. Вот видите, здесь люди, туристы остановились. Вот так это все здесь выглядит. На горизонте вулкан. Это вот французы с детьми путешествуют. Вот они тут устроили себе такой гриль с прицепом. На прицепе палатка, на крыше палатка. А дальше у нас Люксембург и из Мюнхена вот с такими джипами, дефендерами. Ну и мы здесь стоим, конечно же, тоже скромненько так стали. Вот в такой вот красоте. Собираемся, едем делать дела. Вперед. Заехали менять масло. Вот такое я купил. Вроде бы оригинальное. Фильтр тоже у меня с собой. Здесь они крайне редко меняют на спринтерах масло, практически никогда. Поэтому для них это новое что-то. Я показал вам, как разобрать весь верх у мотора, снять воздушный фильтр и всякие трубки. What is your name? Name? Андрей. You? Оскар. Оскар. Это Оскар. Он нам сейчас поменяет фильтр и масло. Хозяин этой мастерской заодно помоет машину. Все это удовольствие, замена масла и помывка машины без фильтра и масла самого стоило мне $23. По совету Ханса мы заехали в одно из священных мест Эквадора – храм Грот-де-ля-Пас. Это церковь, которая расположена в Большом гроте. Его внутренняя часть состоит из сталактитов и сталагмитов. Через его недра протекает река. Здесь находится культ Девы Марии Милосердной, место необычайной природной красоты и убежище для верующих. Еще одно место, которое нам порекомендовали, это мемориальный парк в городе Тулькане. Знаменито это место садом, оформленным топиаром из кипарисов. В парке более 300 фигур. Известный британский ботаник назвал это место образцом и одним из лучших в мире достижений этого искусства. Делаем последнюю закупку в Эквадоре. Смотрите, как они удобно зафасовывают фрукты, овощи по $1, по 49 центов.
Доброе утро, друзья! Мы находимся на границе Эквадор-Колумбия. Покидаем Эквадор. Мы здесь переночевали прямо. Сегодня утром прошли быстренько пограничный контроль. Сдали бумаги по машине. Все про все. Нам 10 минут времени было. И мы сейчас выезжаем из Эквадора в сторону Колумбии. Вот тудой. Вот там видна уже колумбийская сторона. Все. До свидания, Эквадор. Друзья, мы в Колумбии. Нас пропустили, мы заполнили все документы. Минут около 30, наверное, длилось заполнение документов. Небольшая очередь была для паспортного контроля. Но, Оля, я тебя поздравляю, у нас новая страна. Это первая страна, которая для меня новая. Я здесь еще ни разу не был. Так что мы, надеемся, будем видеть очень много красивых мест. Сейчас мы едем вообще в очень классное такое вау место. Мы сейчас его покажем. Осталось вот ехать 10 минут. Оно находится недалеко от границы. И, возможно, мы запустим дрон. Погода, правда, пасмурная. Немножко не очень, но нормально. Самое главное, нет дождя. Это то место, где Филипп свой дрон потерял? То место, где потерял Филипп свой дрон. Филипп — это та семья, с которой мы встречались в Перу.